Привет, на связи с Хард с очередным экономическим выпуском. Попробую сегодня немного другой формат, так что готовьтесь смотреть на экран и внимать. По идее, должно стать быстрее и нагляднее. Напоминаем, что прошлый выпуск был сокращенным, так как разработчики из-за балансного патча не обновляли средние цены по рынку, так что интервал между значениями составляет около 20 дней. Итак, сейчас средняя цена на Plex 2 миллиона 575 тысяч. Цена практически не поменялась с прошлого замера. С минералами похожая ситуация. Все минералы, кроме Ноксиума, плавают в пределах 2%, а Ноксиум подорожал на 7%, хотя по факту он просто вернулся обратно к средней цене. Морфит еще не успел до конца вернуться к ценам прошлого месяца после внезапного подорожания, а сейчас его цена составляет 797 иск за штуку, что на 22% больше, чем в апреле. Плазмоиды все еще дорожают, правда гораздо медленнее, чем раньше, за 2 недели всего на 6%. Акселераторы за компанию набрали лишь 2,5%. Стоимость обломков фракции также плавает в пределах нескольких процентов, за исключением Саньши, сальвак которой просел на 6,5. Очевидно, регионы Саньши сейчас активно фармятся. А теперь по конкретным ценам. Plex не изменился, все еще 2 миллиона 760 тысяч. Наблюдается мощный тренд к падению дорогих минералов. Зидрин упал еще на 9,5%, а мегацит на 16,2%. Морфит потерял лишь 5%. Плазмоиды на фоне войны все еще растут, на этот раз на 13,5% до 2659 икс за штуку. Акселераторы в жите снова плавно поднимаются, на этой неделе на 7% до 134 миллионов. Из обломков в жите рост показывает только Саньша, а все остальное просело, причем Бладрейдера аж на 12,5%. Так что несмотря на общее падение цен на Саньшу, торговать ее в жите все еще выгодно. Похоже, что рынок из-за войны находится в стагнации, и не происходит буквально ничего интересного. Мы будем следить за ситуацией. А на этом все. Ссылки для пожертвований в описании. Становитесь спонсорами и оставляйте ваши отзывы в комментариях. Или даже поступайте к нам в Альянс. Отчет составлял Схард. Конец связи.